В данном видео я продемонстрирую процесс извлечения измельченного состава с емкости от шаровой мельницы. Задача этого метода извлечь состав быстро, то есть с минимальным затратой времени и с минимальным возможным выделением пыли с этой емкости. То есть состав нужно извлечь, при этом не надышаться пыли, чтобы это все было культурно. И, собственно, есть у нас емкость, измельченный состав, измельчался нитрат калия. Значит, здесь шары, да, и состав, который уже измельчился. Время измельчения 2 часа данного состава на шаровой мельнице, на которую я делал обзор. Собственно, ссылка в описании будет. Вот это та шаровая, которая позволяет качественно измельчать состав за короткий промежуток времени. Значит, процесс начинается с следующего. Нам необходимо для извлечения состава ключ, который позволит нам открутить винты. Дальше вот такая вот приспособа, которая устанавливается на емкость, на место крышки. Она имеет, как мы видим, сеточку. Дальше увидите, как это все работает. Далее нам необходим пакет, спаянный пакет, который мы наденем на нашу крышку. Размер должен подобран быть пакета таким образом, чтобы достаточно плотно надеваться на нашу крышку. Значит, пакет спаян самостоятельно с плотного полиэтилена. Использовался станочек такой есть для пайки пакетов в данном случае. Итак, и что нам еще надо? Кстати, это нам скотч нужен, обычный, упаковочный. Итак, поехали. Откручиваем винтики. Есть. Готово. Собственно, измельченный состав. Так, устанавливаем данную крышку и закручиваем новыми болтами. Готово. Теперь нам необходимо надеть пакет. Потом, переворачивая эту емкость и потрусив, мы извлечем состав. При этом не будет необходимости доставать туда шары и все такое. То есть, соответственно, пыли от измельченного состава будет минимум. Поэтому мы делаем вот такую манипуляцию, проводим, аккуратно надеваем. Есть. Должно вот так выглядеть примерно. Далее берем обычный скотч упаковочный, фиксируем пакет на емкость. Фиксацию нужно произвести плотно.
у нас килограмм состава, то есть 1 килограмм измельченного состава должно пересыпаться в этот пакет. Соответственно, когда мы будем производить манипуляции по извлечению, будет создаваться нагрузка, да, и чтобы пакет не сорвало, необходимо плотно закрепить его. Готово. Отрезаем. Есть. Теперь нам необходимо перевернуть емкость и потрусить ее какое-то время для того, чтобы предварительно можно вот так вот взбодрить состав для того, чтобы он на стенках не оставался, да, и быстрее пересыпался в пакет. Готово. Как-никак, здесь килограмм примерно, килограмм 12. Немножко и потренировались. Готово. Теперь аккуратно нам необходимо срезать скотч и извлечь пакет. Для этого будем использовать Витя, дай мне ножик там на столе. Угу, благодарю. Используем ножик. Делаем это аккуратно. Есть. Готово. Собственно, наш состав, который мы извлекли. При этом, как вы видите, никакой пыли не было. И не дышали мы, собственно, реактивом. Далее вытесняем аккуратно воздух и заворачиваем в пакет. Берем скотч. Есть. Так, далее. Ведь дай мне еще блокнот, который в столе, вот не в закрытой шухляде, да, а вот там, где клавиатура, под там блокнот. Ага. Спасибо. Есть, подписываем. К плюс 5% угля. 139 минут. Собственно, есть. Далее я покажу, каким образом измельчается нитрат калия. Для этого необходимо... Сейчас давайте снимем крышку.
и загрузим состав для дальнейшего измельчения. За один раз я измельчаю 1 килограмм нитрата калия. Это для ЧП, который используется. Также я в данной емкости измельчал до 1,5 килограмма за один раз. Измельчение происходит более длительное время в таком случае. Но при этом, если измельчать такое же время, да, то есть в среднем там 2 часа, да, для использования для ЧП, скажем, 1,5 килограмма, за то же время мы измельчим, и он будет отлично работать с составами для звезд. Вот. Итак, для измельчения нитрата калия нам необходимо сам нитрат калия. Так. Собственно, вот он. Я использую нитрат калия, который предварительно, который, собственно, идет вот таким вот порошком. Если не ошибаюсь, он называется, не скажу, как он называется правильно, суспензионный или не скажу вам. Значит, для этого нам необходимо отсыпать 1 килограмм. Так, веса, емкость обнулили, набираем 1 килограмм. Так, 500 грамм. И еще раз 500 грамм. Готово. Далее пересыпаем в емкость и добавляем 50 грамм угля. Уголь нам необходим для того, чтобы состав при измельчении, точнее после измельчения, не был твердым комом, да, а имел рассыпчатую форму, вот примерно, точнее, вот точно как вот это. Вот, для этого мы используем 5% угля. То есть хочу обратить внимание, что использование 5% угля это безопасно, потому как данный состав с 5% угля не горит никак. То есть он под действием ударов шаров не воспламенится. Вот. Категорически нельзя использовать более, то есть там 10-15% угля нельзя использовать по той причине, что этот состав горит и он у вас воспламенится. Вот. Потому используем не более 5%. То есть нужно конкретно 5% для того, чтобы так, немножко напылили мы. Есть. Далее закрываем емкость.
Итак, что касается измельчения нитрат калия. Для того, чтобы вам измельчить нитрат калия в шаровой мельнице, вам необходимо добавить ровно 5% предварительно толченого угля. В таком случае у вас получится измельченный состав, который не будет налипать на шары и на емкость. Готово. В данном случае я использую 10 килограмм алюбитовых шаров диаметром 20 миллиметров, которые позволяют нам измельчать на состав. Далее устанавливаем на шаровую и оставляем на 2 часа включенной. Всем всего хорошего, всем пока.